Всем привет! В общем, мы приехали на Самшитовые водопады. Это часть Сочинского национального парка. Будем идти вдоль реки, смотреть разные красивые места, несколько водопадов. Но первое, что здесь будет по дороге, это водопад с очень странным названием. Он называется Дым-Дым-Бон. И мы идем его смотреть. Кискин теперь ходит везде за мной. Пойдешь в поход с нами? Короче, для того, чтобы пройти к этому Дым-Дым-Бон, нам нужно какую-то вот такую систему открыть. Вы видели где-нибудь вообще такие ворота? Я не знаю, как это правильно назвать. Это похоже на какой-то шлагбаум каменного века. Прикиньте, это бамбук. В принципе, достаточно. Можно пройти уже. Пошли. Пойдем с нами, Кискин. Кискин идет с нами. Какая красотища. Кискин, ты прям, я смотрю, по людям соскучился, да? Блин, как круто здесь. О, подвесной мостик, как мы любим все. Хотя он не подвесной, просто мостик. Обычно здесь такие мосты все подвесные. Идти по нему страшновато, выглядит не очень прочным. Где водопад? Очень похоже на Дагомысские корыта. Вот это место. Кискин, не отставай. Кискин ведет меня куда-то. Красотища какая. Тут беседки для отдыха. Кемпинг. Ой, здорово как. Тепло. Какая красотища. Сказочный лес. Мы пришли в сказочный лес. Я думаю, что летом здесь много туристов отдыхает, а сейчас весна и вообще никого нет. Более того, мы одни. Единственная машина наша была на парковке здесь. Так что это все в нашем распоряжении. Можно перекусить? Да, перекусим. Я думаю, что я нашла самое живописное место здесь для перекуса. Вау! Пойдем вниз. Классно? Купаться будем? Она очень красивая, такая прозрачная, с голубым оттенком. Как в Енисее. Сейчас не прогрелась. Как в Енисее, тебе теплая, мне нет. Самый лучший
Прием пищи где? На природе. А здесь в такой красоте это прям, ну вообще. Ни в каком ресторане так вкусно не будет, как на природе. И даже если ты ешь кусок хлеба. Но тут очень красиво. Я считаю, это просто идеальное место для пикника. Так, сегодня у нас в меню хачапури, нарта. Хачапури нарта, пицца. Не помню, какая пицца. В общем, какая-то пицца. И пирог с мясом. Пицца похожа на пепперони. Вот такая красота. Ну и, конечно, куда без колы в походе. Сейчас мы ее достанем. Будем кушать. Кушать. Кайф? Уже кайф. Надо все попробовать. Давай, кусай. Ну как? Огонь. Кошка пришла. Ну ты даешь. Дай ей колбаску. Такая водопадная движуха у нас сегодня. Сидим, кушаем прямо, где падает вода. Кайф. Место просто невероятное. Очень красивое, живописное. При этом просторное, много разных троп. И находится всего в 15 минутах езды от Дагомыса. Очень удобно, комфортно, дорога хорошая, на любой машине можно добраться, это плюс. Например, мы ездили на каньон Псаха, и там очень сложно с подъездом, то есть дорога с большими перепадами высоты, очень плохая. Здесь ничего такого нет, дорога практически прямая, вот, и даже, скорее всего, возможно, на автобусе добраться, не уточняла, но такси точно вы доедете, если вы без машины. Вот. И координаты этого места мы оставим в описании к этому ролику. Кискин давно не общался с людьми. Соскучился, но... Помочь им ножички наши. Ой. Ну, прохладно, но кайф. Ой, как хорошо. Ну как водичка? Холодная, но все равно кайф. В общем, мы перекусили. Я уже сказала, что место просто чудесное. 100% рекомендую к посещению. Тем более, что оно простое в плане того, как до него добраться. Ну, а мы покушали и идем дальше. Пойдем. И с нами идет кошка. Куда же без нее? У нас такой прикольный друг появился. Ну да. Или подруга. Как ты думаешь, как зовут? Мне кажется, это девочка. Как зовут? Девочка, да. Машка? Может быть. Пойдем. Дуська? Пойдем. Куда мы дальше идем? Кискин. Мы идем дальше в сторону Самшитовых водопадов. До самого дальнего, большого Самшитового, если мне память не изменяет, 8 километров. Вот. Ну, собственно, сколько дойдем, столько дойдем. Сегодня мы на мягких ритмах двигаемся. С камерой. С камерой, да. Никуда не спешим. Какой-то прям горящей цели туда добраться у нас нет. Ну, только что разве для блога показать, что это за место. Ну, надеюсь, что нам никакие звери дикие на пути не повстречаются. Все-таки людей здесь практически нет. Вот кто-то немножко приехал, пока мы сидели на привале. Машины ехали, но не факт, что люди пойдут дальше. А встретиться с Мишкой мне бы очень не хотелось. Сегодня 31 марта. Всего лишь. А уже так жарко, что вот реально мне хочется раздеться до купальника и идти в купальнике.
Я думаю, что мы сегодня загорим. Еще хотела перед выходом намазаться кремом от загара. Хотя бы лицо. Конечно же, забыла. Но в целом это очень круто. Очень тепло. Настроение чудесное. Птички поют, новая зелень вокруг распускается. Просто душа поет. Куда идем-то, скажи? Мы идем туда же. Дальше? Ничего не изменилось. Мы Отвод. идем на Самшитовые водопады. И, кстати, мы будем проходить очень интересный глэмпинг. Называется он Вилли Улей. А это не он был? Нет, это был не он. Это просто какое-то место отдыха. А глэмпинг, насколько я помню, это очень такое атмосферное, классное, уютное место для отдыха. Там такие куполообразные, как вот, ну это и называется глэмпинг, Палатки. такие как купола. Вот в них можно топить печку самому, тишина. Насколько я знаю, там нету связи. Возможно, нет и электричества, как типа в Красноярске Моноград. Ну, его и здесь связи нету. Да, да, да. И электричество. И такое уединение с природой. Ну, я думаю, что если будем проходить, поснимаем там. В общем-то, тут не заблудишься. Везде есть указатели. Вон Пока лесная да. поляна 200 метров. Вилли Ули 500 метров. Но здесь объект временно закрыт. Надо было ехать на машине, наверное, до сюда. Но говорят же, что нельзя. Нам мужички на въезде посоветовали не ехать внутрь, оставить машину и лучше прогуляться. Мы ж походники, ё-моё. Можно и погулять. Так-то, если разобраться. Нет, это кайф. Мы гулять любим, ходить любим. Ну, Учитывая, Может- что зимой мы за неделю могли смело 95 километров находить без особых вылазок куда-то. Летом, я думаю, у нас по 200 километров будет, а то и больше. в месяц? В неделю, в неделю. А. Ну, идти жарковато, конечно. Но так еще и не лето. Ну да. Ну, Летом- погода как летом сейчас. Летом надо в горы плюс- повыше, там не так жарко. Плюс 25 Хотя сейчас. на солнце, конечно, наверное, везде жарко будет. А небо здесь, как вот только весна пришла, если зимой постоянно затянуто, дожди идут, то летом вот реально ни одного облака. Просто такие дни, когда абсолютно чистое небо, голубое, вообще без облаков. Хотя сейчас в Дагомысе, как это называется, адвективный туман? Ну да, да. Может, неправильный термин, ну, короче, Да, правильно, правильно. такая облачность, когда туман, да, но этот туман надувает с моря, и чуть подальше от моря он рассеивается. А когда мы живем прямо около моря, и выходишь на улицу, у тебя просто как будто бы каплями воды вот так обдувает с моря, и холодно. А здесь очень жарко, солнечно, а у нас там даже солнышка не видно, такой туман сильный. Все цветет, вот посмотри. Хотя цветет в Сочи всю зиму, все в цветах. Вот. Желтые, синие, всякие разные. Кстати, в Сочи я первый раз увидела прямо поляны подснежников. Никогда раньше не видела такого. Все усыпано. Круглый год цветение идет разных растений. Пойдем узнаем, что кого. Блин, ну тут закрыто реально. А как туда пройти? Не знаю. Ну пойдем А вот подальше. не калитка сбоку, вот с этой стороны, посмотри. Очень похоже на калитку. Да? Да, Ну, ты вот гений. Видишь, видишь, смекалка, смекалка. Тут похоже на базу отдыха. Что, получился облом у нас с Вилли Ули? Приехали мы, дошли мы до Вилли Улья. И я хотела на свой день рождения забронировать здесь шатер. Но сказали, что будет какое-то у них переоформление документов, и работать все будет, скорее всего, только с мая.
То есть те, кто бронировали сильно заранее, может еще как-то где-то у них получится здесь отдохнуть, а мы уже не можем забронировать на апрель. Ну, ничего, просто тогда сейчас погуляем, посмотрим, что за место. Вот. Но я уже вижу, что здесь классно. Мне очень нравится вот это вот, как будто бежит по залитому асфальтом чему-то. То есть такое русло реки необычное очень. Не как у нас в Сибири, да, все в камнях, а здесь прям, да, по скале бежит. Как по настилам каким-то. Там вот стоят домики, вот эти глэмпинг, где можно очень круто проводить время. Давай проверим, мост качается или нет. Сейчас. Раскачивать, собираться группами, залезать на перила, бросать вниз предметы нельзя. Сильно не получится раскачать. О, ну он качается, реально качается. Ну как? Прикольно? Ну классно. Я иду! Немножко нарушу. Незаметно. Так, вот они правила. Правила существуют, чтобы их нарушать. Там в правилах указано вроде как не раскачивать мостик. Ух, как О, он вот так качается. классно, покачай меня. А? Я говорю, вот так классно, покачай меня. Он, кстати, такой надежный выглядит. До этого мы ходили там где-то на Мацесте по таким ветхим Смотрите, мостам. какая красота. Да, здесь Но прям... она везде красота, но все равно смотрите. Класс. Да, очень Кто-то красиво. сланец потерял Ну да, кто-то, на видимо. скале. И здесь везде можно плавать. То есть, если, допустим, пляжи летом в Сочи заполнены и очень много людей, как селедки в банках все, вот так друг к дружке, то уезжаете Но в водичка Пригорье, холодная. или как это называется, в горы, чуть повыше, в общем, дальше от моря. И здесь масса локаций с горными реками, где вымывает ванны, и можно смело купаться. Вода прохладная, на улице прекрасно тепло. Супер, чудесно. На скалах можно лежать, загорать, людей нет. Сказка. Жаль, что глэмпинг весь занят. Так-то можно было бы, Да. конечно, посмотреть, что внутри в этих Да, палатках. к сожалению, внутри не получится снять. Сколько он сказал, стоит 15 500 в сутки, 15, да, с питанием. С питанием, он большой. Здесь алкоголь фри, то есть здесь никаких алкогольных тусовок нету, вечеринок, все чисто вот Давай я тебя поснимаю. оздоровление. Да, нормально, я снимаю. Там, кстати, беседка какая-то на берегу, вон. Тоже красиво. Много-много ящериц, постоянно такие звуки, что кто-то разбегается под ногами. Главное, чтобы змеи не было. То змеи это не очень хорошо. Ящерицы пусть разбегаются под ногами. Ну, такая территория чудесная. Ну, миленько здесь, вот гамак есть. Поваляемся в гамаке. А что, так можно? Ну, а что Он нет? же чей-то. Красиво. А, да? Ну, Ты я не думаешь, знаю. он чей-то? Может быть, вот, конечно, территория... Ну, ладно, Мне кажется, он общий. покачаюсь немножко. Никто не будет против, да? Удобно? Пока не знаю. О, ну, что-то в этом есть. Кайфово. В таком-то месте шикарном. О, накройте меня одеялком, я остаюсь. Ну что? Кайф. Я говорю, можно спать. Ночью под открытым небом. Да, вот почему-то к этому мосту у меня нет никаких опасений. Какой-то он надежный по ощущениям. В отличие от тех, которые мы до этого, к которым мы до этого ходили. Ну а так, для семейного отдыха это место, конечно, прикольное. Можем приехать с семьей,
Можно даже 2 семьями приехать и разместиться в таком домике. Я не знаю, кстати, насколько он мест рассчитан? Не уточняла. Ну, Ну, человек- 2 точно. Да, 2 куда такой дом? Мне кажется, там 4-5 человек. Ну, 2 семьи с детьми, я думаю, однозначно поместится. Легко вообще. Тут наверняка еще есть баня. А вот она, кстати. Вот эта баня, похоже, что. И Ну, в речке, тут в таком в месте, речку да, вон должна есть быть баня, есть лестница. тем более ступеньки к воде. Есть лестница, по которой можно искупаться в реке. Вот. Ну а мы идем дальше к нашей основной цели – водопады. Ну что там у нас, Эльвир, походница? Ну, я смотрю, как нам лучше идти. В общем, идти придется по дороге все это время. 6,8 километров до Большого Самшитового водопада. Пойдем туда? 6-8 километров? 6,8. Ну пойдем, если у нас других вариантов нет. 6,800. М? Ну, давай попробуем. Идем. В принципе, что, мы бегаем десятку, это почти то же самое. Просто такая погода шикарная, что хочется там сидеть, где, Ну да, да. где мы кушали. И Никуда не купаться. ходить. Да. Ну что не сделаешь ради ютуба, ради блога. Ради кайфа. Ну, на самом деле, даже несмотря на то, что на солнце жарко, идти все равно достаточно комфортно. Все-таки еще не лето, еще воздух прям не так прогрелся. Еще не И лето. комфортно дышать легко. Еще не не лето, но душно. уже не зима. Да. Ну, и идти Поэтому- красиво тут. Водопадики вон какие-то. Везде водичка льется. Камера вряд ли передаст. Девичьи слезы, да, или как он называется? Такой Да, вот. да. Ой, Очень какой тем- кайф, можно умыться. Ой, Очень супер. темно. Красота. Какашки лошадиные, не наступи. Тут тоже какой-то, да, Все, падает вода. куда не поедешь, в какое горное место здесь не поедешь, в какое ущелье в Сочи, везде. Везде очень много источников воды, водопадов, родников. Из-под земли вода. И очень мало плещ. туристов. И таких, очень-очень как мы. мало туристов. Я думаю, в Сочи все ошибочно едут за морем. Надо быть умнее. Ну, тут все вместе, и море, и горы, Да. и походы. Ну просто приезжают чисто на море, даже не знают, что здесь вот на самом деле можно практически неограниченное количество маршрутов, куда уйти. Не прям в горы, это предгорье. О, Какая ящерица. большая ящерица. И также можно купаться. Очень много кемпингов с банями, вот как мы сейчас были на берегу реки. Вот эти вот природные корыта, в которые можно с баньки занырнуть. Чудесно. Я прямо жду вот это вот лето, теплые ночи. Ты вечером пошел в баню и ныряешь в это под звездным небом, в эту прохладную водичку. Да? Да. Сказочный лес. Это по сути как вот идти на столбы. По расстоянию будет так же. Ты не близко, слушай. В общем, идти нам не ближний свет. Мы уже Очень идем похоже на Ивановские минут озера, вот 30, река. а идти нам 5 километров. Или 6800 вообще, в общем. В общем, прогулка обещает быть долгой. Сказочный лес. О, да. Говорят, что если дерево вот так все покрыто мохом, значит оно умирает. Я не Сказочный проверяла лес. эту информацию. Сказочная река. Мы идем прямо вдоль реки дорога. И это добавляет свой кайф какой-то. Ну-ка, что там за дерево? Покажи, давай веточку вот так вот крупно. Скорее всего, это самшит.
Но это не точно. Но это не точно. Кстати, мы гуляем в самшитовом лесу. И самшит обладает таким свойством, что он делает воздух практически стерильным. Поэтому мы тут очищаемся. Но это тоже не точно. Дорога красивая. Это Google. Дорога красивая, прям вообще. За каждым поворотом открывается новая картина. Как будто нарисована. Немножко людей нам попадается по дороге, но совсем немножко. Но идти нам еще прилично. Поэтому Вон еще люди. идем, кайфуем, На самом наслаждаемся. деле, мы вот тут шли и говорили о том, что забыли взять колонку. Но вы послушайте, как птицы поют. Я не знаю, микрофоны передают это или нет. Передают. Как шумит река, как листочки колыхаются на ветерке, ветру. И ящерицы. Ящерицы, да. И В вот это кустах. все, это такой кайф для ушей, это отдых для мозга. У нас сегодня информационный детокс. Сказочный мост. Автомобильный причем. Можно легко Ух. проехать на машине. Такой вот он через речку, достаточно высокий. Прыгай! Что там? Это зона отдыха граждан, пребывающих в лесу. Вот, На берегу реки, да? пожалуйста. Скамеечка О, милая. О, грибы. грибы. Уже пошли. Похоже на поганки. Мы дошли до какой-то фермы. И здесь на дороге стоит здоровый бычара, который смотрит на нас подозрительно. И мы не знаем, как через него пройти. Вот. Ладно бы стояла корова, было бы не страшно. Но там стоит бык и еще один бычок. И он как-то пристально смотрит, что идти туда прям неохота. Поэтому мы сейчас возьмем и обойдем вокруг через лес. Вон туда пойдем по дороге. Пойдем, Илюш? Обойдем быка стороной. Ой-ой, он на нас пошел. Да он здесь на этом уклоне не сможет ничего сделать. Да, конечно. Эльвира очень сильно боится. Да, боюсь. В общем, мы решили эту проблему, взяв быка в обход через кусты. Теперь нам ничего не угрожает. Но бычок на нас смотрит, как будто бы хочет что-то нам сказать, но с места не сдвигается. Потому что жарко, ему лень. И по сути он, я думаю, безопасный. Но наша предусмотрительность важнее. Она взяла верх над ситуацией. Итак, Эльвира, что вы нам скажете на этот раз? Я скажу, что мы идем уже 6 с лишним километров. Очень жарко. И очень уже хочется есть. Да, хотя дорога очень простая. И мы туда идем из-за вас, чтобы вам показать этот большой водопад. Еще мы дошли до Потому что какого-то хочется уже там полежать. Мы дошли до какого-то хозяйства, вот тут вот по дороге колючая проволока, там вот человек с пилой. И, в общем, наш путь идет через вот такое вот место. Я не договорила, сказала, вообще Давай. хочется вернуться вот туда, где мы кушали, и там уже просто купаться, лежать, загорать, а не идти в гору 6 километров. Мне очень сложно идти с камерой здесь, потому что вот тут вот такая дорога. Проедет по ней только хороший джип или трактор. Ну и мы по ней идем. Нам осталось идти 1,5 километра. Потом мы спустимся к водичке. И окунемся в горячий водопад. Ну или в холодный. Не знаю, какой он сейчас. Скорее всего, будет холодный, освежающий.
Надеюсь, окунемся. Но идея такая есть. Вообще дорога не простая, но и сложно ее назвать тоже нельзя. Потому что везде мы идем по дороге, единственное, жарковато. И в ту сторону мы все время идем в подъем. Все время идем наверх. Соответственно, обратно будем идти вниз, и нам будет легко. Проходим какое-то поселение. Такие, знаете, в гору шли, прям через чащу такую. А здесь такие луга прям зеленые, альпийские. Есть пасеки. Вспоминала слово. Пчел разводят. Какие-то культурные насаждения вот это вот рядочками. Что-то выращивают вдалеке от цивилизации. Кстати, интересно, связь ловит здесь. Сейчас проверим. Ловит? Меня не ловит. Связи нету. И это Связи хорошо. нету, да. Поэтому наш детокс продолжается. Красота. Такие вот дома милые. Там вот пасека пчелиная. Здесь какой-то домик. Я представляю, какой здесь мед классный получается. Да, Экологически чистый район. свежий. Такие вот деревья красивые. Но жаришка. Жаришка, Плюс у меня вся 25. спина мокрая прям. Как летом. Да. Летом, наверное, сложновато здесь ходить. Я представляю, в жару, если сейчас весна, еще март, 31 марта, а где-нибудь там в июле, в июне, представляете, жаришка какая, сложно будет идти. Поэтому сейчас самое время для таких походов. Мы, кстати, пока шли, повстречали женщину, она одна гуляла, вот, и еще даже не было намека на то, что здесь какие-то поселения есть. Я спросила ее, не страшно ли ей гулять одной, а она сказала, что нет, она здесь живет, но сказала, что да, мишки здесь бегают, бывает, что у них и в деревню выбегают, но это редкие случаи, и сама она за все время жизни не встречала. Так вот. А муж ее встречал, но они разошлись мирно. Без названия водопад. 2 косы такие у него. Я говорю, что с удовольствием бы под него встала в такую жару. Охладилась бы. Ну и на него, наверное, снизу не посмотреть, потому что тут не спуститься. Ну, только если так экстремально спускаться. Если задаться целью, наверное, спуститься можно. Может быть, здесь название написано? Что здесь написано? Что там написано? Непонятно. Какие-то местные аборигены писали на своем языке. Все засвечивает. Но место симпатичное. Да. О, речку будем сейчас переходить. Ну вот она, наверное, про это и говорила, что речки пересекать нам нужно будет. Но я уже пересекла грязевую лужу, мне уже пора помыть ботиночки. Что-то темно сильно у нас тут. Ой, В тени. но это я потом отмою с тряпочкой. Пересекла, а я пройду прям по воде. Смотри, какое здесь интересное сооружение. А? Сооружение из бревен, ограждение. Да, чтобы дорога не уплыла. Да. Мы наконец-то дошли до реки. Нам осталось спуститься к ней и... Ну Что тут сделать? так прям А? лютый спуск. Тут очень непростой спуск. Там впереди водопад. Нам нужно будет пройти 300 метров вдоль реки. Такая вот речка очень красивая. На камера не передает, скорее всего. Но мы идем вниз.
О, я почти упал. Обратно нам лезть не в плохую, не в слабую горку. Очень красиво. Очень. Прям класс. Сейчас какое-то время нам придется идти вдоль реки. Возможно, брод будет у нас небольшой. Свежесть такая, да, воздух Вон ягода, говорю, прикольная, красная. прохладный. Ой, здесь хорошо, да. Да, и тут никого, только мы. Красотища. Ну вот там вдоль реки мы, наверное, пойдем. Там есть место. Водопад там наверху, да? 300 метров до него. Я посмотрю по карте. 460 метров, если быть точным. Ну ничего. Честно, не знаю, как мы до туда дойдем. Может быть, и не дойдем. Мы постараемся. Постараемся. Пойдем? Пойдем. Страхово. А? Короче, это нереальная какая-то задача, мне кажется. Ну здесь надо будет по тому камушку и вот туда наверх. Мне кажется, после этого водопадика Проще на там же дроне будет слетать. проще, а? Проще на дроне слетать. Не-не, надо идти. Итак, наш поход продолжается. Нам пришлось пересекать речку вброд. По руслу реки очень идти сложно, потому что здесь скальник такой, и прям приходится помучиться. Эля немножко уже приуныла, но еще не сдается. Мы прошли 8 километров. По карте показывает, что водопад через 250 метров. И возвращаться, ну, очень не хочется, не дойдя до водопада. Эля, ну что ты за комменти? Я хочу сказать, что здесь очень мало людей бывало. И когда читаешь про самшитовые водопады, ну, в гугле набираешь и читаешь, что там люди пишут в отзывах, то получается, что они не доходят дальше, чем вот где мы начинали наш путь. И они думают, что это все там. А на самом деле до конечной точки доходят единицы. Ну, здесь и идти-то просто вон Коля, это герой, который нес в одной руке вот так вот стабилизатор с камерой. И вот там перелазил, там надо было снимать, но мне не на что было у меня, потому что 2 руки были задействованы. Но это трэш. Ну, мы перезарядили это... батарейку. У нас Тут 90. прямо, оказывается, сложно очень идти. Какие-то там последние 400 метров, это вот разуваешься, переходишь речку на другую сторону. Сейчас еще неизвестно, что там за поворотом будет. Но вода, посмотрите, какая она шикарная. Прозрачная, и там мелкие рыбки. Батарейку в камере мы перезарядили, поэтому будем продолжать снимать наш Ну, как-то так, короче, вот. поход трэшовый. Продолжаются приключения. Вот такой валежник. Это еще не самое сложное, что мы сегодня проходили. Просто было не до съемок. Опа. Круто. Молодец. Но я тебе хочу сказать, что можно было не обуваться. Что, дальше тоже брод? Пипец, блин. Капец, как больно. Вот они походы. Жесть, жесть. Какие звуки. Ну, жесть, мне больно. Ну все, вот за тем поворотом Еще 200 метров. должен быть водопад этот хваленный. Я не знаю, что там за водопад, что нам приходится так страдать, но надеюсь, оно того стоит. В общем, вот он водопад виднеется. Это просто нереально красиво. Нам нужно по вот этой отвесной горе или вот по этому берегу пройти. Скорее всего, придется пересекать опять брод. Не очень хочется, но что поделать, там Я просто думаю, можно прям до туда босиком идти, потому что красота. Да, мы пойдем прям по воде. Ботинки можно здесь оставить, по камням попрыгаем. Ну вот такая вот песня. Элли сводит ноги. Мне тоже немного. Водичка голубая.
Ребята, мы победили этот водопад самшитовый. Он находится в такой глуши. Мы до него так сложно добирались. Уже вечер, солнце садится. Выходить мы будем, скорее всего, по темноте. Но мы все равно дошли до точки, до которой и планировали. Вот, возвращаться вообще было не вариант. Сейчас мы до него доберемся еще, может попробуем на дроне полетать. Может быть нет. Покушаем и кайфанем максимально от этого водопадика. Ой. Для меня это очень сложно. Я очень с трудом переношу холодную воду, мне сводит ноги. Поэтому по воде идти я так не могу. А мне тоже сводит, я просто расслабился и все. Со мной так не получится. Я Давай, ползи дальше. буду так добираться. Тут, конечно, искупаться летом вообще. Ну, летом, думаю, Поплавать вода возле потеплее. этих скал. Прикольно. Я чувствую себя как из какого-то фильма приключенческого. Давай скорее, у меня ноги сводят, вылажу тоже. Это самый красивый водопад, который я видела. Самый топовый. Это не передать словами. Может быть, конечно, потому что добираться было максимально сложно. Но это того стоило на все 200%. Камера не передает. Камера не передает, но мы постараемся еще и дроном отснять. Ой, сейчас надо как-то... Мы дошли! Класс! Здесь никого нету. А? Здесь никого нету Никого и не нет. будет. Нет, наверное, на километр точно, а то и на 2. Только в поселении есть люди. Ближайшие. До сюда, вот я уверена, просто единицы людей доходят. Женщина, которая нам встретилась по пути, сказала, что дальше тех водопадов в принципе не ходят. И они за всю жизнь с мужем здесь были 1 раз. Хотя она там живет. И дошли сюда с 3-го раза. Ну, мы как-то нам, слава богу, Бог помог, или я не знаю, что, что мы дошли сразу. Хоть это было очень трудно. В общем, мы финалим наш поход на фоне этого чудесного водопада. Что я хочу сказать, что в принципе, если правильно подготовиться к походу сюда, то это может быть несколько более просто и кайфово, чем у нас это получилось. Почему? Потому что если, допустим, у нас бы были с собой резиновые сапоги, я думаю, вообще никаких проблем бы не было. Но так как у нас их нет, нам приходится обуваться, разуваться, идти вброд по очень холодной воде. Мне это вообще некомфортно. Коле как-то еще более-менее нормально, а я вообще мерзляк жуткий, мне очень сложно. Вот. Ну да, местами здесь приходится ползти прям по скале. Можно было бы в сапогах просто пройтись по воде. Вот. Ну то есть, если сюда соберетесь, настраивайтесь на вот это длительное путешествие, длительную ходьбу. И в конце с резиновой обувью вообще было бы прекрасно. Но это так, рекомендация. Я думаю, мало кто понесет сюда резиновые сапоги на самом деле. Ну, либо можно выйти пораньше, чтобы не торопиться, потому что мы всегда
выходим почему-то поздно, привыкли долго спать. Но если проснуться рано и выйти пораньше, то можно не торопясь, спокойненько перейти в реку. Здесь это в принципе несложно, но мы торопимся и нам немного дискомфортно. Вот, и просто это будет более кайфово для вас. Вот, имейте в виду, место однозначно стоит того, чтобы его посетить. Реально, это самый красивый водопад, который я когда-либо видела, и здесь вообще никого нет.